Так, друзья, всем привет! Есть у меня тут такой пациент. Надо что-то сделать. Проржавела полностью эта вот часть крыла. Вот, надо сделать ремвставочку. Ремкомплекта нету. Будем это все гнуть из жести. Профиль тут такой своеобразный. Это Mercedes. Это V210 Mercedes. Вот, будем такую вставочку делать. Ну, кроме того, еще и изнутри. Изнутри тоже все прогнило. Здесь прогнило. Вот, и здесь, ну здесь это мелочи. Основная часть это вот эта вот штука. Изнутри крыло тоже все покоцанное. Его пытались сделать. Подваривали этот самый внутренний подкрылок. Он тоже весь прогнил. Его тут в принципе не было вообще. Изнутри внутреннего подкрылка. Поэтому наружная часть изнутри вся прогнила. Металл никакой. Вот, будем это дело менять. Посмотрим, сколько тут осталось живого. Ну, скорее всего, тут вот от сих пор и все вот это вот, вплоть до этого вот нижнего конта, придется менять. Ну и плюс еще то, что уходит под дверь туда, вот эту вот часть. Вот. Но сейчас буду резать, будет видно. Отрежу сейчас. Покажу, что там получается, что там внутри делается. Так, ну вот я вырезал кусочек. Вот он изнутри. Металл весь ржавый, гнилой. Его пытались вычищать перед тем, как вварить вот эту вот штуку изнутри. Почистили, но ничем не обрабатывали. А зря. Вот, ладно. Что у нас тут внутри? Значит, ну внутри тут еще худо-бедно как-то еще что-то есть. Так, тут металл вроде бы тоже еще пока что жив. В эту кромку можно будет привариться. Сверху я нифига не вижу, что у нас сверху. Ага. Сверху, ну, металл ржавый, но живой, прочный. Так, ну тут подкрылок пытались, видимо, приварить к бывшему былому крылу. Тут сопли идут, но он не приваривался, потому что, естественно, привариваться было не к чему. Вот. Ну, еще надо вот эту вот часть заменить и вот этот вот уголок, который подржавел. Тут тоже ржавая. Блин, тут ржавая. Так, ага, и тут ржавая. Тут надо, наверное, эту деталюху все, наверное, менять. Ну ладно, сейчас посмотрим. Сначала разберемся с верхом. Разберемся с верхом, потом будем делать низ. Ладно, сейчас будем делать такую ремвставочку. Это вот берем как образец, чтобы не из картонки делать, а по этой штуке. Ладно, сейчас поглядим, что тут к чему.
найдем сейчас жесть, посмотрим, как тут что делать. Так, ну вот, я сделал вставочку ремонтную. Вот она такая вот. У Мерседеса такой достаточно непростой профиль на этой арке. Вот тут вот видно, тут вот получается радиус, а потом идет внутренний радиус, тут наружный. Ну, плюс еще сама арка же, она идет по радиусу. Вот я тут сделал такую, тоже подварил вставочку. Там сварка получилась не очень. Там все замовилено, не замовилено этим самым Денитрол ЛТшка такой на основе битума. Нифига толком не проваривается все это дело. Вот. Но сейчас мы закрасим изнутри эпоксидным грунтом. Вот. И варю я эту вставочку. Потом это все будет промовилено. Вся арка и покрашена. Вот вставочка как сидит. Вот. Ну, сейчас я варю и тогда покажу. Вот, останется только вот с этой стороны ее подогнать. Осталось, вернее. Вот тут все несложно делается. С этой стороны. Как бы она, в принципе, нормально подходит. Надо просто ее правильно согнуть. Но я думаю, ее по месту просто согну, да и все. Вот, останется только снизу. Эти вот дырочки. Вот эти вот. И снизу там что. Там немножко попроще. Здесь посложнее. Вот. Ну вот она изнутри. То есть она вот отбитая молотком. На наковальне нету у меня приспособ никаких. Ну, там зиг-машинки, там английское колесо и так далее. Не часто это приходится делать, поэтому я так по-дедовски. Вот. Ладно. Варим. Сейчас приварю. Покажу результат. Так, ну вот я заварил. Вот что получилось. Швы вычищены. Низ я еще не делал. Еще пока руки не дошли. Вот. Ну, немножко тут вот накосячил. Ну, с геометрией, имею в виду. Вот, ну, как бы шпаклевка творит чудеса. Так. Вот. С этой стороны что получается? Вот что получается изнутри. Вот я восстановил эту фиговину. Вот. Внутри я подварил, прокрасил эпоксидником. Вот. Восстановил арочку изнутри. Здесь все равно будет шпаклеваться, как бы шов можно дочистить, но тут надо еще этот кантик отбивать, потому что он покоцанный. Вот. Как бы вот снизу тут нормально, а вот тут вот подкоцанный. Надо будет выравнивать это дело. Но это выровняется. Ну, вот, короче, вот вмятинка получилась. Я где-то профукался немножко. Ну, это дело решается шпаклевкой. Вот. Ну, вот так вот получилось. Здесь слой шпаклевки такой конкретный лежал. Ну, сейчас тоже как бы будет лежать. Ну, она, видимо, битая в эту сторону. Вот тут зазор такой конкретный. Вот, не сходится. Поэтому шпаклевка тут будет по-любому. Ну вот. Вот так вот получается. Точнее сказать, получилось. Ну вот. Остальное подшпаклюется. Так, ну вот я занялся низом. Вот я вырезал
О, в порогах там еще более-менее живо. Вырезал я вот эту вот ржу. Тут, блин, тоже я декоразейкой забрызгал. Вот там, чтобы немножко съела ржавчину. Ну вот такая вот фигня. Буду делать из двух кусочков это все дело. То есть один кусочек вот такой. Вот я его выгнул. Вот. И второй кусочек это вкладочка вниз. Вкладочка, накладочка. Вот. Но я ее еще не обрезал как надо. Ну, будет вот так вот. Вот это будет раз. Вот это будет два. Эти не падай. Вот это будет два. Короче, вот таким вот макаром будет это сделано. Вот эту дырочку я заварю, благо там она упирается вот в это вот кусок железяки, собственно говоря, она из-за него изгнила. Вот, так что она проварится в эту железку и нормально заварится. Ну и вот эту дырочку я тоже буду заваривать. Я не буду тут вставку никакую делать. Тут городить этот огород из-за этой мелкой дырки. Я ее просто варю и заварю, и потом зашлифую. Вот. Вот таким макаром будем действовать. Так что сейчас это дело будем подмерять, заваривать. Ну, дальше покажу, что получилось. Получится, в принципе, все в порядке. Все будет красиво и аккуратно. Вот. Только вот единственное, что вот эти вот дырки, конечно, здесь этот подкрылок вваривали. Тут частично он родной, частично вваренный. Не пойми, что тут делается. Вот. Это надо будет все закладывать герметиком. Как-то эта арка неправильно. Герметик, в принципе, заводской. Здесь, может быть, действительно так было. Непонятно. Как бы по самой арке, по радиусу все верно. Здесь вот эта вот штучка заводская. Все верно. А почему подкрылок тоже как бы заводской? Но почему такие дыры, блин, у Мерседеса? Как-то странно. Ну, ладно. Сейчас все это дело будем это все дело сейчас мастырить. Вот. Так, ну вот я заварил эту лабудень. Вот как в итоге все это получилось. Вот. Вот эта штучка, надо две дырки просверлить. Не сверлил. Вот изнутри. Что мы имеем? Вот эти вот лоскуточки, которые вот это с дырками, блин, тут такая жестяночка, как от пивной баночки, такая тоненькая вся, никакая. Вот, ну вот эти дырки я просто заварил, которые здесь были. Вот. Тут немножко некрасиво, но шпаклевка творит чудеса. Вот. Ну и еще тут вот этот уголок заваривал. Тут вот дырка была хорошая, ну такая как спичечный коробок приблизительно. Вот. Вот здесь вот тоже этот самый кромка нижняя проржавела. Я ее заварил. Как выглядит сварка изнутри.
Вот оно заварено, ну, не вычищенное еще. Надо вот это вот все дело вычистить от окалины, от копоти. Вот. Это самое, антикоррозийкой пройтись и закрасить эпоксидным грунтом. Я кисточкой просто закрашу эпоксидником. Вот, так что осталось зашпаклевать и покрасить. Вот, но это я уже, наверное, не буду показывать. Шпаклевание это покраску. Смысла нет. Вот такой кусок был заменен. Ну все, на этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Или дизлайки, как хотите. Все, всем пока, всем счастливо.